Эй, ты! Как тебя зовут? Меня? Да, тебя. Уильям Брэдли Питт – американский актер и кинопродюсер. Фильмы с участием Брэда Питта пользуются большим успехом, отличаются огромными кассовыми сборами. Начало карьеры Питта совсем не предвещало бешеной популярности. Он дебютировал с проходных ролей, однако со временем оказался в списке самых высокооплачиваемых голливудских звезд. Но какие проекты принесли самые баснословные гонорары прославленному голливудскому актеру, разберемся вместе с вами. Уильям Брэдли Питт, более известен как Брэд Питт, родился 18 декабря 1963 года в Шони, штат Оклахома, но вырос в Спрингфилде, штат Миссури. Он старший в семье. У него есть младший брат Дуг и сестра по имени Джули. В юности Питт учился в средней школе Кикапу в Спрингфилде, штат Миссури, и окончил ее в 1982 году. В старшей школе Питт был членом команд по гольфу, теннису и плаванию, и друзья называли его прозвищем Питбуль. Он продолжил свое образование в школе журналистики Университета Миссури, специализируясь на рекламе. Во время учебы Брэд решил попытать счастье в качестве актера, бросив школу и переехав в Голливуд всего за 2 недели до выпуска. Но прежде чем стать известным актером, Питт зарабатывал себе на жизнь тем, что возил стриптизерш в лимузинах, занимался перевозкой холодильников и переодевался в гигантского цыпленка во время работы в сети ресторанов «Эль Поло Локо». В 1991 году начинающий актер заработал свой первый большой гонорар в фильме «Тельма и Луиза». Посмотрим, кто хочет сохранить свою жизнь. Джейк сказал: «Все на землю. Чем ниже вы пригнете голову, тем крепче она у вас сохранится на плечах». Вы, сэр, да, ваш выход. Выньте ключи, кладите все в сумку. Вы будете рассказывать об этом друзьям. А если вы откажетесь, вы мертвец. Заработав $6000 за роль. После этой роли Питт сразу стал одним из актеров Голливуда, которого называют самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. Его заработок резко вырос после роли в Калифорнии, принесшей ему $500 000. Революционная роль пришлась на фильм «Севен» в 1995 году, принесший ему за эту роль $5 миллионов. В этом фильме Питт и его коллега по фильму Морган Фриман выступают в роли 2 детективов, которым поручено раскрывать преступления. Жену персонажа Питта играет Гвинет Пэлтроу, а Кевин Спейси – убийцу. Проводя большую часть своего времени и играя в одном фильме в роли мужа и жены, между Питтом и Пэлтроу возникает любовь. Это правда. Чистая правда. Питт сделал предложение руки и сердца и получил согласие. Молодые люди были помолвлены и мечтали о скорой свадьбе, но все закончилось расставанием. Маме актрисы не нравился избранник дочери, она открыто противостояла их союзу. Девушка пыталась переделать жениха в соответствии с требованиями родительницы. Отношения молодых людей стали портиться. Актер понял, что их ждет безрадостная совместная жизнь, и решил расторгнуть помолвку. В следующем году Брэд удвоил свой заработок, получив $10 миллионов за «Спящих». Он сохранил этот потолок заработной платы, сыграв роль в 7 лет в Тибете, хотя после выхода фильма Питту запретили въезд в Китай. Позднее Брэд увеличил свою зарплату до $17,5 миллионов за роли в фильмах «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Шпионская игра», «Бойцовский клуб» и «Троя». Со своей следующей любовью, Дженнифер Энистон, он познакомился во время съемок сериала «Друзья». Привет. Уилл, верно? Верно. Рэйчел Грин. Я тебя помню. Правда? Какой ты милый. Девушка отличалась невероятным жизнелюбием, и это покорило сердце звезды. Молодые люди поженились, брак пошел на пользу Питту. Он стал ухоженным, стильным, успешным в работе. Однако до рождения ребенка дело так и не дошло. В 2005 году супруги расстались. Причиной развода называли главную красавицу Голливуда – Анджелину Джоли. Дженнифер подозревала неладное, однако актер отрицал внебрачную связь и как будто не собирался уходить от нее. Но откровенные фото актера и Джоли стали для Энистон страшным ударом. Питт изменял Дженнифер с Анджелиной на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Расскажите, как вы познакомились? Это произошло в Колумбии. В Боготе. 5 лет назад. 6. Да, 5 или 6 лет назад. Кстати, за роль в этом фильме доходы Брэда продолжили расти, принеся ему $20 миллионов. Но позднее актер вдвое сократил запрашиваемую зарплату после того, как получил шанс поработать с легендарным продюсером Квентином Тарантино.
Он продолжал зарабатывать по $10 миллионов за каждую роль в «Бесславных ублюдках» и «Однажды в Голливуде». Он сохранил эту зарплату и за роль в «11 друзей Оушена» как шанс стать продюсером фильма. После кассовых сборов фильма Брэд заработал на нем в общей сложности $30 миллионов. В 3 фильмах Оушена Питт снялся вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс, Мэттом Деймоном, Доном Чедлом, Берни Маком и Аль Пачино. Брэд стал известным продюсером. Его компания Plan B сняла такие фильмы «Пипец» и «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. В апреле 2005 года Питт и Анджелина Джоли сфотографировались в Кении с сыном Джоли Мэддоксом. 3 месяца спустя, в июле 2005 года, стало известно, что Джоли усыновила свою дочь Захару из Эфиопии вместе с Питтом. В январе 2006 года Питт и Джоли подтвердили, что вместе ждут ребенка. В мае того же года у них родился первый ребенок – Шайло. Несколько месяцев спустя, в марте 2007 года, Питт и Джоли установили сына из Вьетнама по имени Пакс. Через год Джоли сообщила, что беременна двойней. В 2008 году у них родились близнецы – Нокс и Вивьен. Все носят фамилию Джоли Питт, хотя лишь 3 – Шайло, Нокс и Вивьен – являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. В апреле 2012 года, после многих лет знакомства, Питт сделал Джоли предложение, и они тайно поженились в августе 2014 года. Все их дети сопровождали пару на свадьбе. Однако к сентябрю 2016 года стало известно, что Джоли подала на развод с Питтом. Стреляешь ты так же плохо, как готовишь! Наверное, развод был неизбежным. Сложный характер Джоли, разногласия по поводу воспитания детей, алкоголизм, вспыльчивый характер Брэда сделали свое дело. Питт нелегко пережил расставание с голливудской красавицей, но через некоторое время он взял себя в руки, стал правильно питаться, заниматься спортом. Состояние американского актера и кинопродюсера оценивается в $420 миллионов. Чистая стоимость Брэда выросла на 60% за последние несколько лет. Большая часть его доходов идет на различные благотворительные программы. Говорят, что бывший президент США Барак Обама приходится ему 9-м двоюродным братом. Брэд является послом DATA, правозащитной группы, выступающей за сокращение долга, справедливую торговлю и борьбу со СПИДом в Африке. Продажа Питтом большей части продюсерской компании Plan B принесла актеру около $113 миллионов после вычета гонораров. Питт заработал дополнительно около $30 миллионов за роли в фильмах «Скоростной поезд», «Вавилон» и «Затерянный город». Среднее вознаграждение за фильм составляет примерно от 20 до 35 миллионов США. Значительная часть состояния Брэда Питта вложена в недвижимость по всему миру. Его основная резиденция находится в Лос-Фелисе, Лос-Анджелес. Но считается, что он владеет недвижимостью в Голливудских холмах, Новом Орлеане, Миссури и Франции. Брэд выразил желание продать шикарный дом, который купил еще до свадьбы с Дженнифер Энистон в 1994 году. Тогда скромный коттедж стоил всего $1 700 000, но за время брака с Анджелиной Джоли актер расширил участок. Теперь семейное гнездо можно оценить в $40 миллионов. Возможно, звезда хочет избавиться от воспоминаний о разрушенном семейном счастье, что постигло его в этих стенах дважды. Значит, актер намерен оставить в прошлом романтические отношения и точно не намерен мириться с бывшими женами. Кроме того, есть версия, что 59-летний актер задумался о пенсии. Он даже рассматривает возможность переезда во Францию, где спокойнее и уютнее, чем в Голливуде. Питт владеет несколькими роскошными автомобилями. Это Ferrari, Mercedes-Benz, Range Rover, BMW, Audi и Lamborghini. Брэд верит в погоню за своей мечтой. Он говорит, что любит действовать быстро и решительно. И если он верит в проект, он делает все возможное, чтобы обеспечить его успех. Ожидается, что после того, как он неизбежно уйдет из кино, роль Брэда Питта как продюсера станет более заметной, и он неизбежно начнет получать гораздо большие доходы, чем раньше.